Всем привет! Что готовит грядущий день и что на пороге? На дне колоды у нас двойка чаш. Это радость и счастье, взаимопонимание с родными и, конечно, любовь. Очень хорошая карта. И я смотрю, что готовит грядущий день. Актуально тогда, когда вы нашли это видео. Десятка пентаклей. Грядущий день готовит, конечно, много денег, исполнение желаний, порядок в доме или уже близко то время, когда у вас будет свой дом, своя квартира. Приятное, может, свидание в доме, какой-то ваш интерес. Это приход денег, финансы, большой денежный интерес. Рыцарь меча. Вам пришлось тяжело зарабатывать. Какое-то противодействие, какое-то злодейство, пустые хлопоты кого-то, который хотел, может, отобрать у вас деньги или же не доплатить за работу. Кто-то негативный, взаимодействие с которым вам лучше отложить или избегать. Карта звезда или звезды здесь в данном прочтении. Это, конечно, очень хорошая карта. Это когда у вас все хорошо, вы популярны, ваша продукция продается, если вы в продажах. У вас все замечательно, вы популярны, вы красивые, на вас обратили внимание, вами заинтересовались. Не делайте акцент, что это общий расклад. Вы узнаете, какая карта к вам относится, конечно, почувствуете. Еще один старший аркан, отшельник. Вы как отшельник. Может быть, некоторые из вас сейчас во время этого расклада как отшельник работаете над чем-то заняты серьезно, продвигаете свой продукт, или же, может, вы одиноки сейчас, может быть, у вас потерялся контакт с кем-то. Но вы как отшельник, вы чувствуете себя одинокой в чем-то вы хотите найти ответы на какие-то вопросы. Вопросы, конечно, которые гложат вас давно, вы буквально всю себя положили как на эшафот, чтобы добиться чего-то, чтобы для кого-то, кого вы любите, сделать хорошо, чтобы кому-то, может, помочь из родных. И, в общем-то, не оценили вашего поступка. Я вижу здесь, это девятка меча, не оценили вашего поступка совершенно. Здесь я вижу, может быть, обман, здесь я вижу, может быть, желание кого-то вас запутать, вас привязать к чему-то. Здесь я вижу какую-то проблему, может быть, денежная проблема, чья-то хитрость, чья-то манипуляция. И все связано с тем, что нарушено, вот знаете, нарушено, что баланс в бумагах. Где-то кто-то или подклад сделал касательно бумаг, денег. Где-то кто-то сделал, подделал какие-то документы, может быть, подделал завещание, кто-то сделал что-то. Потому что это связано с документами или с сообщениями. Вы сейчас очень переживаете, потому что от кого-то, может быть, нет весточки. От человека, на которого вы надеетесь, вы вложились в него, нет весточки от него. Но будет весточка. Четверка пентаклей. Это будут деньги, приход денег, будет весточка. У вас получится избежать каких-то трудностей. И рок изобилия, конечно, это большой выигрыш. И по шестерке чаш это приятные подарки от других людей или события какие-то приятные в вашу жизнь войдут. Дорогие, общий расклад, и не акцентируйте на этом, пожалуйста, внимание, а выберите себе карту, вы почувствуете, что с вами резонирует. Я поэтому говорю, как в потоке, то все, что слышу. Но вам нужно выйти из состояния замкнутого круга. Вам нужно выйти из этого состояния. Потому что кому-то выгодно, вас, может, подставили, может, домашние. Может, домашние, кто-то прикинулся другом. Кому-то что-то выгодно. Вам нужно выйти из состояния замкнутого круга. Необходимо выйти из этого состояния. Ну, вы видели здесь замкнутый круг, да? Вам нужно выйти из этого состояния вот на свежий воздух. То есть посмотреть вокруг. Где-то есть помощь. Помощь придет. Она не за горами. Оглянитесь вокруг. Может быть, вы разочарованы сейчас. Но
когда вы посмотрите вокруг, вы увидите нужную вам информацию. Прояснится все. Эта информация может быть касательно чувств, любви. Это очень хорошая карта. Туз чаш. Это, конечно, кто-то вас любит, кто-то следит за вами, кто-то лучше, чем вы думаете, кому-то можно доверять. И это может быть как новый знакомый, так и примирение с тем, с кем вы очень серьезно поссорились. Или вас поссорили. Вас поссорили, кому-то было это выгодно. Когда вы отвлеклись, да, потому что это умеренность. Когда вы просто отвлеклись, ваше внимание было на чем-то другом, вам поставили подножку. Воспользовались ситуацией, да? И вы пали жертвой. Кто-то воспользовался ситуацией. И человек, который был к вам благосклонен, вдруг отвернулся от вас, и вы очень расстроились, даже ушли в себя. Готовы были все отдать, только чтобы вернуть-то все как было, но это все было не по вашей вине. Абсолютно не по вашей вине. Это, как, знаете, плохие обстоятельства, дурные люди. Вот и все. Какой-то несчастный поворот событий. Хитрость близких и далеких. Но по пажу меча это, конечно, обман. Но разговор все-таки состоится. И разговор этот все-таки расставит все точки над «и», покажет, кто есть кто. Ну, так будет. Вы многое не понимаете, что сейчас произошло. Вы многое от вас скрыто. Но спасение будет, потому что рыцарь чаш это и есть спаситель, да? Спаситель придет. Спасение будет. Спасение обязательно будет. Это известие, потому что рыцарь это известие, конечно. Это вот это противостояние, чужое злодейство, оно будет наказано. И вы выйдете на свет Божий, и враги выйдут на чистую воду. Все увидят, кто есть кто. И все сделают соответственные выводы. Все это замешательство уйдет. Будет абсолютно неожиданный для врагов поворот событий. Защитник появится. Появится настоящий защитник, да. Это туз жезлов. Вы знаете, вот человек, который именно посвятил свою жизнь, чтобы защитить вас. Туз жезлов, эта сила ваша вернется к вам. И все это будет через защитника. Туз жезлов новые встречи. Какие-то дороги новые. Выгодные, взаимно выгодные обстоятельства откроются. Это внезапность, внезапный, может, или переезд, или внезапный приезд кого-то. Внезапно откроется информация, для вас очень выгодная. Вот и все. И будет защитник. Все выйдет на чистую воду. Да. Чтобы вы такой дом в счастье и в покое, да, вам пришлось не один пуд соли съесть, вам пришлось помучиться с этими людьми. И много раз вы были в опасной ситуации. Но это защитник теперь идет. Вы теперь не одна. Так что врагам не поздоровится. Вы теперь не одна, нет. Теперь есть люди, которым тоже не безразличен исход событий. Как будет развиваться ваша ситуация? Ну, в сторону плюс, конечно. Потому что будут люди, которые вам помогут. И у врагов, вот этих врагов, как я уже говорила, это абсолютно тщетные усилия. Понимаете? Их хлопоты все напрасные. Их коварство опасное для них же самих. Они в опасном сейчас положении. У них связи, которые они думали, что эти связи их спасут, эти связи оказались очень опасными группировками какими-то, не совсем легальными. Это были опасные связи. Огромная вражда внутри. Огромный конфликт. И этот конфликт, он неисчерпаем. Абсолютно. Они в ограниченном положении враги. Вот и все. Их ждут неприятности. Но у вас все перекрывается очень хорошими картами. Да, были переживания, конечно, была тяжелая дорога у вас, никто не спорит. Но сейчас выпадают у вас светлые дороги. К счастью, рог изобилия. Вот шестерка чаш, это, конечно, доверие и любовь,
Открытая дорога к вам, да, открытая дорога для новой любви. Вообще открыты все дороги у вас. Так что вам заботиться не о чем. Вот эти вещи вам нужно было узнать сейчас. Именно сейчас, тот момент, когда ваш пальчик нажал посмотреть. Желаю вам счастья и до новых встреч. Кто не знает, я Лена, Ванкувер, Канада. С удовольствием делаю для вас расклады, чтобы вы с пользой провели для себя досуг и получили нужную вам информацию. Будем видеться. Медвежьи сибирские обнимашки. И до новых встреч. Пока-пока, дорогие.